Всем огромный привет! Сегодня хочу поделиться своим способом заготовки вяленых помидор. Такие помидорки готовлю обязательно каждый год. Использую их как добавку к различным салатам, в бутерброды добавляю, домашнюю шаурму, пиццу. Само масло тоже получается очень ароматным и использую его для заправки салатов. Готовлю их много лет подряд и только таким способом, и чтобы они хранились 1 год и больше, даже без холодильника, и ничего не взбухтело, не забродило. Если интересно, оставайтесь со мной, с удовольствием поделюсь с вами своим способом заготовки вяленых помидорок. Вот такие помидорки, например, очень вкусные, просто даже с кусочком черного хлебушка, листик салатика или пекинской капусточки, пару вот таких помидорок и перекус. А помидорки очень ароматные, вкусные получаются, пропитанные приправками, специями, с кусочком сыра или просто вот так вот с хлебушком, сверху ломтик сыра. И вот простая заготовка. В сезон помидорок очень легко такие помидоры приготовить. Для этого необходимо выбирать такие тверденькие плоды. Обычно я использую сливку, сорт сливки. Вот они разные бывают, и побольше, поменьше. Даже помидорки черри, разрезаю их пополам. Буду сушить помидорки я в сушилке. Электросушилка обычная, стандартная. Выскабливаю ложечкой. Это если помидорки такие большого размера и мясистые. Должны они быть мясистые. Вот если большие, поэтому пока влага эта вся выпарится, это очень долго. Чтобы было быстрее, вынимаю серединку. Я покажу сегодня 2 способа, как я делаю. И вот помидорки просто вот небольшим количеством соли присаливаю. Соль вытягивает лишнюю влагу из помидор, они быстрее высохнут. Ну и, конечно же, вкус. Можно сверху присыпать приправами. Я использую базилик. Еще можно орегано использовать, но хотя на этом этапе это делать не обязательно. Все равно мы будем потом присыпать. У меня свои домашние специи, мне не жалко. И второй способ, просто вот небольшого размера, вот такие черри есть, продолговатые, небольшие. Срезаю черешок, просто разрезаю их пополам и все выкладываю срезом вверх. И не обязательно их ложечка выскабливать, потому что они такие небольшие. Вот такие небольшие помидорки можно использовать тоже, чтобы их завялить. Тоже сверху присаливаю просто небольшим количеством соли и сахарка. Тоже придает вкус. Специи не обязательно. То есть 2 варианта. Я делаю и так, и так. И отправляю сушить. Сушились мои помидоры вот 12 часов в ночь. Они не должны быть сильно сухие, такие вялые, да, чтобы не пересушить их. Вот такие они получаются. И одни, и другие. Вот посмотрите, вялые помидорки. И такие подвяленные помидорки можно сушить, даже не выскабливать, видите, ложечкой серединку, и вот они высыхают тоже прекрасно, даже более такой насыщенный и интересные они получаются с семечками. И в баночку у меня сушеный чеснок и базилик сушеный. Вот пересыпаю просто слоями. Можно использовать, конечно же, и свежий чеснок, но если вы будете хранить в холодильнике и долго такие помидорки, у меня уже был опыт, не 1 год, могут взбухтеть. Поэтому я стараюсь использовать лучше сушеный чеснок. Как я его готовила в домашних условиях, тоже на канале есть видео, если интересно, посмотрите. И пересыпаю вот так слоями в баночках с сухими специями. Специи тоже можете выбирать разные, но в основном базилик и орегано. Вот пересыпаю и так все баночки.
слоями. Если нет электросушилки, можно сушить в духовке. Тоже температура где-то 70-80 градусов, 5-6 часов, но с приоткрытой дверцей. Тоже я сушила, но с электросушилкой намного быстрее все получается и как бы попроще. Там надо смотреть, духовки тоже у всех разные. Поэтому, если нету электросушилки, можно воспользоваться духовкой. Все, вот сильно я не утрамбовываю баночки и присыпаю чесноком. Дальше вот такой вид имеют помидорки. Дальше все баночки, все помидоры с специями и с сухим чесноком я буду заливать растительным маслом. Растительное масло я использую самые обычные рафинированные, но мне так нравится больше, нету этого такого привкуса, если не рафинированное масло. Поэтому использую рафинированное. Оно тоже пропитается вот этими приправами, помидорами, получается очень ароматным. Никуда мы его не выливаем. Когда заправляем салатики, и помидорки можно зимой добавлять такие вяленые, и этим же маслом заправлять салат. Заливаю, чтобы покрылись помидоры растительным маслом. Баночки просто сухие, не стерильные. Я использовала, не стерилизовала их. Закрываю крышечками, тоже сухие, чистые крышечки, и буду стерилизовать обязательно. Если вы не стерилизуете, можно просто залить кипящим маслом, и когда оно остынет, просто хранить в холодильнике. Но вот такие помидоры, по моему опыту, у меня больше 3 месяцев не хранились, поэтому я стерилизую помидоры. На дно кастрюльки укладываю полотенечко и заливаю холодной водой, потому что заливала я холодным растительным рафинированным маслом. Заливаю где-то на сантиметр, на 2 ниже крышки, практически до горлышка, и стерилизую вот 15 от силы 20 минут, переворачивая обязательно крышками вниз, ничего не укутываю, и вот такие помидорки будут храниться у вас год и даже больше. Вяленые, аппетитные, ароматные помидорки. Вот такие вот получаются. Друзья, если вам было интересным и полезным мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Для меня это очень важно. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, кто не подписался. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. С вами была Виктория. Пока-пока. До новых интересных видео.